Так, предварительно кожу мы подготовили к процедуре серебряный пилинг. Процедура серебряный пилинг у нас идет с аппаратом Mesoform Pro и оказывает повышение местного иммунитета кожи. Естественно, как все пилинги, хорошо работает с хронофотостарением и из необычного повышает иммунитет и защитную функцию кожи. Так как у нашей модели кожа чувствительная, очень хочется повысить эту защитную функцию перед холодами, перед морозами. И сама модель нам об этом тоже сказала. Сейчас я нанесла гель для дезинкрустации и работаю серебряной стрелой. Техника выполнения у нас идет в виде восьмерки. Прокручиваем восьмерку по всей поверхности лба с легким нажимом. Манипулу мы держим, соприкасаемся всей рабочей поверхностью манипулы с кожей. Серебряный пилинг – это процедура, которая отлично подойдет, скажем так, с пациентам, которые хотят не только пилинг, но также хотят анти-эйдж эффект. Благодаря тому, что мы работаем с Mesoform, мы еще окажем дополнительное миорелаксационное действие на зону межбровки, поработаем с глазками, с носогубным треугольником. И вообще сама по себе процедура серебряный пилинг, она просто как такая уходовая, великолепная процедура, после которой кожа отлично осветляется, разглаживаются морщинки, выравнивается цвет, текстура и рельеф кожи. В данном случае мы серебряный пилинг, когда мы говорим, да, речь идет не о травматичной чистке лица для жирной кожи, да, а это именно пилинг для возрастной кожи, правильно? Да, притом нет никакого реабилитационного периода, можно использовать в любой сезон года, и очень это актуально делать перед холодовыми вот этими всеми изменениями температурного режима, так как мы повышаем защитную функцию кожи. Что касается анти-эйдж эффекта, он у нас идет, да, в плане заполнения морщин, мы будем наблюдать коррекцию морщинок и подтяжку легкую, так как это аппаратный метод, серебряный пилинг. Пигментация? Пигментация осветляется. То есть с каждой зоной мы работаем где-то по 3 минутки. Сейчас у нас на аппарате выставлен режим минус. Интенсивность где-то в пределах 0,5, то есть до единицы, но нужно выбирать комфортное ощущение для клиента. Что еще хорошо, да, вот основное количество пилингов – это короткие процедуры, после которых обязательно нужно через какой-то промежуток времени сделать программу на увлажнение кожи. После процедуры серебряный пилинг с Mesoform Pro у нас идет параллельно и пилинг, аппаратный пилинг с серебряной стрелой, и параллельно идет увлажнение, анти-эйдж, подтяжка и разглаживание. То есть это как такая поликомплексная программа ухода с анти-эйдж эффектом. Переходим на следующую зону, на щечку. А что было в качестве подготовки перед процедурой? Перед процедурой, сняли, но надо сказать. Да, мы очистили лицо гелем очищающим Дермодиаль. Затем протонизировали кожу тоником с АХ-кислотами. Это мягкий тоник, который для всех типов кожи подходит, включая кожу чувствительную. В составе витамин Е, сапитоник и 7 видов АХ-кислот, которые смягчают кожу и уже начинают ее очищать. Дальше здесь мы работаем в линейной технике, как будто подхватываем овал и скользим кверху, костному краю орбиты. Я в замедленной технике это сейчас показываю, но можно быстрее. То есть вниз ты спускаешься без нажима? Да, практически манипула Стекаешь. Да. Нос обязательно захватываем. Этот пилинг, он также хорошо работает и с черными точками. А дальше мы прокручиваем восьмерку и поднимаемся кверху. Притом те участки, которые хочется больше подтянуть, мы вроде как слегка делаем легенький нажим, такой как массажными движениями. А вниз, когда манипула опускается, она очень легко скользит. То есть вверх я поднажимаю и подтягиваю дополнительно кожу, вниз манипула уходит, как сползает. Или стекает. Или стекает, да. Стекает даже лучше.
Сейчас мы работаем по гелю для дезинкрустации. Это специальная щелочная формула геля, которая хорошо работает в плане очищения кожи, очень глубокое очищение и атравматичное очищение. То есть если есть какие-то черные точки, но в данной ситуации у нас вопрос не электропилинга, да, когда вот как процедура идет именно по очищению кожи, ну, там, от высыпаний, либо от воспалительных каких-то моментов, либо поствоспалительных моментов. В данной ситуации наша задача это максимально выровнять рельеф, цвет, текстуру, увлажнить, подтянуть, и само пожелание модели было это, ну, немножко вот увядание, которое там, в общем-то, возможно, наблюдается, хочется это все дело проработать максимально. То есть это процедура, которая дает максимальный эффект. И лицо после этой процедуры выглядит шикарно. Сразу же нет реабилитационного периода, как после большинства пилингов, есть какое-то там шелушение, ну минимально, как по типу муковидного. И опять-таки с чувствительной кожей очень сложно работать химическими пилингами, либо там какими-то другими разнообразными шлифовками, которые направлены на то, чтобы повысить плотность, эластичность кожи и разгладить морщинки. В данном случае это все мы делаем пилинг серебряный наш, который с Mesoform Pro. Он повышает плотность, эластичность, и это, в общем-то, можно наблюдать вот даже уже сейчас по зоне лба есть легкое уплотнение кожи. Это пока что только первый этап процедуры мы сделали. Пару проходов над губкой делаем и переходим на левую сторону. Добавляем гель для дезинкрустации. В среднем, ну, на одну щечку, вот я где-то нанесла сейчас 1,5 мл, на лоб миллилитр, на вторую щечку также было 1,5 мл. Так. То же самое, здесь у нас изначально идет линейная техника. Это позволяет еще дополнительно распределить гель, если где-то вы его неравномерно распределили. То есть еще раз, ткани немного приподнимаются вверх, когда ты опускаешься вниз, манипула просто скользит. Да, без нажима. Вот сейчас я делаю нажим, вот когда поднимаюсь вверх и слегка, как будто бросаю манипулу вниз. Затем опять поднимаюсь вверх и слегка бросаю манипулу вниз. 8. И мы 8 накладываем друг на друга и поднимаемся к средней трети лица, под глаз. Этот участок, сделаем на нем акцент. То есть в этой процедуре серебряный пилинг, что первично? Что пигментация, уплотнение кожи, вот по эффекту? Осветление очень хорошее, ну как и любые пилинги, да, все пилинги направлены на то, чтобы выровнять рельеф, цвет, текстуру, добавить коже плотности, эластичности, ну и соответственно разгладить морщинки. Вот чем отличается процедура пилинг с серебряной стрелой от электропилингов? То, что здесь максимальный будет антиэйдж эффект. Мы будем работать на то, чтобы разгладить вот залом, который на лбу есть, и поработаем на укрепление носогубного треугольника. То есть антиэйдж эффект после пилинга, серебряного пилинга, он будет, да, будет выражен уже после первой процедуры. После процедуры, да, вот какие ощущения после процедуры серебряный пилинг? Это будет идти, ну, такая гладкость очень колоссальная прям будет чувствоваться на коже. Просто шелковистость, бархатистость кожи, ну и, соответственно, антиэйдж эффект, о котором я уже говорила. А сколько их нужно на курс сделать, вот, по твоей практике? Ну, как и обычно, курс пилинга, он достаточно таки индивидуально подбирается. Возможно, кому-то будет достаточно 5 процедур, но вот из практики, когда вот запрос, например, на работу с пигментацией идет, и максимально хочется антиэйдж эффект и уплотнить, и подтянуть, и увлажнить, и как девочки говорят, огласите, пожалуйста, весь список, что мы можем получить после данной процедуры, то тогда нужно идти уже от 7 процедур и выше. Так, это мы закончили первый этап процедуры.
Можно еще немножко пройти нос и подбородок, там, где я не прошлась. Здесь у нас какая техника по подбородку? Ну, потому что бывает иногда на подбородке тоже там либо пигментация, либо неровности. Если есть какие-то высыпания постакне, с которыми очень сложно также работать, допустим, да, вот обычными какими-то методами, то пилинг с серебряной стрелой, он очень здорово в этом плане работает, очень хорошо убирает поствоспалительные пигментные пятна, ну, которые такие уже, знаете, не свежие, а очень давние, которые уже прям как реальная пигментация выглядят. И здесь у нас также идет 8. Очень хорошо в этот момент расслабляются вот депрессоры, которые здесь, да. Я единственное, что не вижу, насколько мы нависаем над моделью. Я же в камеру не вижу. Угу. Так. Здесь мы также, да, прорабатываем по технике 8 и немножко как будто поднимаем и подбородок, и уголки рта. Ну и то, что я проговаривала, это дополнительно мы еще осветляем кожу после воспалительных элементов, когда есть пигментация постакне, притом достаточно таки давняя. Так, это мы сделали первый этап, и я думаю, очень хорошо уже должно быть видно в кадре, как преображается кожа. Теперь мы смываем гель для дезинкрустации. Мы смываем, да? Да. Угу. Просто водой ты смываешь. Да. Я поставила на паузу. Угу. Смыли гель для дезинкрустации, а дальше мы уже работаем на антиэйдж эффект. Максимально разглаживаем межбровку, проработали глазки, работаем по филлер гелю, работаем с серебряной стрелой, режим минусовой, придерживаемся техники 8, с таким легким нажимом, чтобы это не просто по касательной коже, а такой как легкий массаж у нас еще должен получиться. 8 здесь мы начинаем прокручивать с межбровного залома и поднимаемся к зоне роста волос. Затем спускаемся. Акцент здесь именно на этой зоне у нас будет. Ну, естественно, проработаем все остальные участки. Филлер-гель с фрагментированной гиалуроновой кислотой, это просто вообще отлично, он заполняет морщинки, у него высокая концентрация фрагментов гиалуроновой кислоты, 2%. Это дает своего рода как заполнение и выталкивание морщины из глубоких слоев кожи. Плюс сам аппаратный метод воздействия, он также дает миорелаксирующие действия на морщинки мимические. И в комплексе мы получаем расслабление заломов и заполнение морщин. Ну, на данном этапе это заполнение. Да. То есть процедура многоступенчатая, но в принципе мы укладываемся где-то в минут 40-45. То есть на этап пилинга у нас было потрачено 10 минут, ну, может быть, чуть-чуть меньше, где-то минут 7-8, пока я там гель распределяла. И на внедрение филлер-геля мы сейчас потратим тоже несколько минут. Мне хочется очень проработать веки, подтянуть вот хвостик бровки, угол глаза поднять и обязательно поработать под нижним веком и носогубные складки проработаем. Эффект после серебряного пилинга фантастический. От одной процедуры он сохраняется где-то дней 10. Но, конечно, если у нас цель, прям, знаете, вот глобально поработать, то однозначно работаем курсом. Внедрение гиалуронки у меня происходит достаточно таки активной такой, да, вот технике. То есть не как обычно мы делаем лимфодренаж, мягко, деликатно. Здесь мы работаем очень динамично, ну, потому что филлер-гель, он достаточно таки легкий по своей текстуре и быстро впитывается, поэтому мы работаем активно. Стараемся работать и левую сторону левой рукой прорабатываем. Так. Здесь еще можно по надбровным дугам линейно пройтись. Опять-таки я манипулу практически не отрываю,
Но когда я двигаюсь от центра к периферии, я иду с нажимчиком, а назад она буквально просто как приподнимается от залома, от межбровки. И с этой стороны. То есть она как будто парит над кожей, когда мы возвращаемся обратно. То есть мы ее как бы разглаживаем в сторону висков. Да, растягиваем даже. Да. И немного еще прокрутим конкретно вот восьмерку здесь на заломе с правой стороны, он чуть глубже. И уйдем в левую сторону. Теперь займемся веками. Наносим филлер. И не только на веко, верхнее и нижнее, мы наносим его еще и на лоб. И немного поднимем бровь, укрепим веко. Чуточку я увеличила интенсивность, так как можно по пожеланиям нашей модели добавить. Височную область обязательно, и линии достаточно таки длинные вытягиваем, потому что нужно укрепить висок, чтобы поднять вот эту вот всю среднюю и нижнюю часть лица. А ты говоришь, может быть такая гиперемия, да, после процедуры? Да, легкий румянец. Ну, гиперемия, это, я бы сказала, громко сказано. Даже вот на такой чувствительной коже румянец будет незначительным. Вот вообще-то уже с этой стороны видно, как, ну, знаете, если здесь конкретно просвечивались изначально сосуды, было видно прям, да, как паутинки такие, то когда мы делаем такую процедуру, есть как общая разлетая гиперемия, такой румянец, да, равномерный. То есть все, это уже у нас идет процесс укрепления сосудов. Это даже не антикуперозная программа, это просто как приятный бонус, потому что мы работаем аппаратом Мезоформ Про, и идет параллельное воздействие на гладкомышечную мускулатуру сосудов самого аппарата. Вот, конечно, если ситуация с сосудами прям вот у нас такая вот у клиента, допустим, либо того, кого-то, да, хочется поработать и укрепить, то тогда есть препараты направленного действия для укрепления сосудов. Но сегодня мы говорим о серебряном пилинге, и здесь мы используем основное средство для пилинга, это гель для дезинкрустации. Для анти-эйдж эффекта мы берем филлер с фрагментированной гиалуроновой кислотой, это то, что я делаю сейчас, на подтяжку, на уплотнение, на укрепление и на разглаживание. Так, здесь уже впиталось, переходим на следующую. А в целом по эффектам, да, если еще вот что мы можем увидеть? Ну вот первый эффект, который мы видим после первого этапа, это у нас уже второй этап идет, получается. То есть посчитаем все этапы как раз сегодня вместе. И... Нет, ты скажи мне, вот кроме у тебя же у нас просто так получилось, да, что у нас уже много пациентов, клиентов, которым ты делаешь эту процедуру. Вот по себе, если вот по твоей практике, что ты видела у себя? Ну, в первую очередь, это меняется очень сильно качество кожи. То есть она становится более ровная в плане цвета и текстуры. То есть если есть пигментация, очень хорошо все осветляется. Притом нет реабилитационного периода. Девчонки из нашего бизнес-центра прям в обеденное время прибегают, быстро сделали процедуру и побежали дальше красивые работать, а вечером в театр. То есть красивый ровный цвет лица. Потом идет коррекция морщин, заполнение морщин и то, что вообще-то всем нужно, и то, чего не дают химические пилинги, это подтяжка. Это основное преимущество, потому что мы сейчас с пилингом, да, с нашим серебряным пилингом, мы в принципе больше нацелены на качество кожи, но при этом у нас идет все равно воздействие на мышцу. Такого нет больше ни у кого. Когда мы работаем не просто на качество кожи, как большинство пилингов химических, мы вообще направлены целостно, воздействуем на все лицо. В этом, в общем-то, огромный плюс. Тебя серебряный пилинг бодрит точно так же? Да. Как и остальные процедуры? Серебряный пилинг, он вообще фантастический, при том, при всем, что вот я себе делала несколько процедур, и у меня эффект, вот он сильнее на второй день. Вот он реально, вот
на второй, даже на третий, наверное. Электропилинг, он вообще, в принципе, выражен на второй день, больше, Да. чем в первый, и мы об этом говорим. Потому как, когда мы вот работаем на первом этапе, происходит истончение рогового слоя эпидермиса. Это, по сути, то, что вот мы поверхностно видим, да, вот эту сухость, которую ощущает человек. Как правило, это сохнет верхний роговой слой эпидермиса. Вот, соответственно, когда мы работаем в процедуре либо электропилинг, либо сейчас у нас идет серебряный пилинг, мы немножко истончаем роговой слой, но в то же время, когда подключаем там третий этап процедуры, происходит уплотнение зернистого слоя эпидермиса. Это тот слой, где, в общем-то, теряются отростки меланоцита, и потом осветляется очень хорошо пигментация. Но это быстро я рассказываю, это не очень быстро в организме происходит. Ну, то есть, если процедуру, например, мы пилинга, да, делаем вот в первой половине дня, то к вечеру уже реальное осветление вот будет прям проявляться хорошо. А если это, например, там вторая половина дня, то на следующий день. Понятно, Да, за 30 да, минут да. отростки меланоцитов не потеряются. Так, мы продолжаем работать по филлеру сейчас, да, в минусовом режиме. Да. Вот хочется подтянуть веко, да, и вот эту височную область. Но здесь, ну, скажем так, вот немножко хочется и уплотнить, и добавить тургора, и чуть-чуть вроде как кожа смещается, да, но это не страшно. Мы следим просто, чтобы она не собиралась в сильную складку. То есть может такой легкий, как валанчик, проходить над манипулой, да, то есть я когда вот поднимаюсь кверху, такой. да, это не страшно. Если прям сильно вы уже видите, что смещаете до залома, лучше поднимите манипулу и поставьте ее буквально там на 2 миллиметра выше и протяните опять с усилением. Так. Сейчас мы наносим филлер на щечку. Акцент возле ушка и на носогубной складке. И немного еще на висок. И здесь мы линейно прорабатываем возле уха. То есть в целом получается, что мы где-то минут 15-20 работаем с минусом. Да. Вот очень сейчас хочу обратить внимание, что у нас происходит с лбом, как заполняется и разглаживается межбровка. Дальше мы по технике восьмерка поскользим и немножко такой поднимаем угол наружной глаза. Угол рта. И вот здесь, где носогубка, тоже такую маленькую восьмерочку прокручиваем по носогубке. Притом здесь мы движемся от крыла носа и вниз. Это еще такое дополнительное лимфодренажное движение идет. От 3 до 5 повторений. И дальше линейно. Слушай, ну а если вот брать, например, наш обычный манипула пилинг и серебряный? Очень отличается эффект. Обычной манипулой, скажем так, пилинг, он, ну, с целью, да, немножко там поработать с черными точками, и то в таком случае я рекомендую использовать энзимную маску, добавлять обязательно, так вообще будет все шикарно. Вот что касается пилинга серебряной стрелой, здесь происходит вот дополнительное воздействие за счет ионов серебра, мы еще прорабатываем, это дает, ну, как бы повышение защитной функции кожи, и она вообще, ну, просто преображается. Так, это у нас завершающий этап идет по филлеру. Мила, как у вас по ощущениям? Хорошо очень. Я могу переместиться. Услышали все.
Немножко поработаем восьмеркой, разгладим носогубные складки и поднимем вот эту скуловую зону. Ну и хочу сказать, что это очень приятная процедура. Угу. Да, она, конечно, по времени чуть дольше у нас получается, но эффект того стоит, потому как серебряный пилинг, он у нас из многих этапов состоит, и каждый из этапов он добавляет свою какую-то вот нотку в конечный результат. То есть, когда мы говорим про первый этап, когда работаем серебряной стрелой по гелю для дезинкрустации, это по сути у нас идет такое вот очень глубокое очищение кожи, повышается защитная функция, нормализуются все процессы в коже, вот, и такой легкий детокс происходит. Вот. Затем, когда уже вот мы переходим на работу с филлер-гелем, то это, по сути, анти-эйдж эффект. Это идет заполнение морщин, это коррекция, допустим, еще вот, ну, хочется укрепить там где-то участки, где тонкая. Следующий этап, не смывая филлер-гель, мы поменяли режим на аппарате плюс, добавляем гель для дезинкрустации и продолжаем работать с плюса с акцентом на межбровку. Плюсовой режим Mesoform Pro, он очень хорошо, да, вот расслабляет мышцы и разглаживает мимические морщинки. Буквально несколько проходов. И хочу отметить, как меняется цвет лица у нашей модели. Вот щеки какие хорошие уже осветлились. Сейчас немножко с носиком хочется еще поработать, уделить ему внимание. По межбровке покажи еще раз, какая техника? Какую ты вообще используешь? Да, по межбровке у нас идет восьмерка, когда мы хорошенько так, не то чтобы нажимаем, но хорошо, плотно. Да, плотно прикладываем всей поверхностью манипулу. Еще раз начинаем от межбровки и поднимаемся прямо кверху. Теперь спускаемся вниз. И акцент теперь только на правую и на левый залом. Маленькие восьмерочки. Маленькие восьмерочки. И можно уйти линейно и по касательной вернуться к маленькому заломчику. И еще раз. Как будто разгоняем эту морщинку. И с другой стороны. Ты как бы ее растягиваешь. Да. И уходим по всей надбровной дуге. Потому как иногда вот этот гипертонус, который, да, вот в центре лба собирается, бывает еще, что вот здесь вот как напряжение дополнительное идет, хочется его все комплексно расслабить. Так, и в эту сторону мы еще не работали. То есть данный этап нам дает возможность поработать с морщинками, расслабить мимику и опять же таки повысить плотность кожи. Ну и, естественно, мы продолжаем работать на цвет лица. Это то, что я говорила, когда уже мы поменяли режим на плюс на аппарате. Тут уже наша задача вот максимально поработать, чтобы, да, вот было осветление кожи. Вначале это было режим минус, гель для дезинкрустации мы применяли для процедуры серебряный пилинг. Затем мы внедрили филлер, гель гиалуронка, она также хорошо осветляет, ну, помимо лифтинга, дает еще очень хорошее осветление кожи. И когда уже в плюсовом режиме мы работаем, наша задача, то, что я говорила, истончение рогового слоя было, сейчас идет уплотнение зернистого. Мы этого не видим, но процесс идет. Немножко еще. Это сейчас дезинкрустация. Да, да. И опять-таки, как вы видите, техника достаточно таки, динамически быстро мы работаем. Так, дальше мы движемся линейно под угол нижней челюсти. Манипулу спускаем
и поднимаемся к костному краю орбиты. Притом, на манипулу в данной ситуации сильно не жмем, потому что под глазками кожа тонкая, плюс здесь вот выходят близко нервные окончания с этой зоной, стараемся работать, с клиентами очень спокойно, лучше уточнять, да, потому как разная чувствительность у всех. И поработаем немножко с носиком. Здесь движения линейные у нас идут либо по спиральке. Крылья носа здесь понятно, да, просится прям манипула сама в крыло носа опуститься. И то, что я очень люблю делать с веками, немного геля добавлю. Сейчас еще раз продемонстрируем эту технику на подтяжку и на укрепление виска, и на подтяжку бровей, и на выведение угла вот такого, да, то есть я хочу показать, что я хочу сделать. Я хочу максимально вот так вот поднять это веко кверху. Здесь мы делаем вот такую восьмерку. Не пугайтесь, если чуть-чуть будет смещаться кожа, главное, чтобы не было, залома сильного. Через пару-тройку процедур кожа приобретает очень хороший тонус и эластичность, и смещения практически не будет. Плюс мышца здесь, вот, которая на виске, она немножко как истончается, теряет все вот эти свои функции, которые вообще заложены природой, и хочется максимально эту мышцу взбодрить, чтобы появилась, как наполненность виска, без каких-то там наполнителей, просто когда мы работаем аппаратом Mesoform Pro. То есть суть этой техники в чем? То есть вот эта восьмерка, да, когда я спускаюсь вниз, здесь делаю петлю, я очень плавно это делаю. Когда я поднимаюсь вверх, я вроде с нажимом иду. Вниз спускаюсь очень плавно, так деликатно, раз, закрутили и поднялись опять кверху. Так, и немного еще по щечке. Начинаю снимать твою майку, увлекаюсь. Сейчас мы со второй стороны продемонстрируем, будет более удобно. И здесь у нас также идет восьмерочка. От крыла носа как будто поднимаем, да, вот это здесь очень много тоже у нас вплетений разнообразных идет, мышечных. И по носогубке. То есть вниз манипула плавненько спускается без нажима, а вверх, когда вы ее прокручиваете восьмеркой, можно посильнее. Есть. Теперь с другой стороны. Сейчас у нас процедура серебряный пилинг от Mesoform Pro. И техника восьмерка для поднятия хвостика бровки, для укрепления височной области, а также мы в данном случае прорабатываем область суф. Но здесь не суть в суфах, моя задача, я хочу очень сильно укрепить височную область, поднять бровь и поднять само веко. Вот такого эффекта я хочу достичь. Когда мы делаем восьмерку, мы плавно смещаемся, да, от наружного угла глаза к зоне роста волос. Итак, начинаем восьмерку мы от зоны, где периодически у кого-то там формируются суфы, это позволяет работать с этой зоной, и поднимаемся к брови. Когда поднимаемся, можно чуть-чуть с усилением подниматься. Когда спускаемся, чуть плавно манипула движется. Все логично. Нацелено все на подтяжку. И еще один проход. И спускаемся на щечку. Со щечкой мы начинаем работать от уха. Притом, опять-таки, когда манипула идет вниз, она идет очень, скажем так, слабый нажим. Когда вверх, чуть-чуть можно подняться сильнее. Притом поднимаем ткани от нижней челюсти до костного края орбиты. И нос. Обязательно нос. Здесь у нас можно спиралькой, можно восьмеркой, и крылья носа линейно. Восьмерочка маленькая по носогубной складке вниз. И еще. Теперь большая восьмерка с приподнятием
угла нижней челюсти с приподнятием скулы. А если кратко, вот серебряный пилинг с Мезоформ Про, что он нам даст? Серебряный пилинг с Мезоформ Pro – это всесезонная процедура с анти-эйдж эффектом. Это не просто пилинг, да, там почистили, пошелушили и на этом все закончилось. Наша задача – максимально осветлить кожу, разгладить морщинки, приостановить увядание кожи, укрепить сосуды и добавить плотности кожи. Также процедура серебряный пилинг с Мезоформ Pro, она повышает защитную функцию кожи. Это очень актуально, когда кожа чувствительная, гиперреактивная и хочется немножко ее подготовить к холодам, вот, ну, либо к каким-то, например, стрессовым факторам, допустим, кто-то на море едет, да, и это тоже как бы, ну, своего рода стрессовый фактор для чувствительной кожи. Поэтому, чтобы максимально вы были защищены не только солнцезащитным средством, рекомендовано делать хотя бы несколько процедур перед поездками в теплые страны, либо вообще перед зимним периодом. Это мощный анти-эйдж эффект, это подтяжка дополнительная, так как мы работаем здесь не только серебряной стрелой, мы будем работать нашей основной манипулой Constant Magnetic в биполярном режиме на подтяжку. Это что вот сейчас? Да, это у нас уже завершающий 4-й этап процедуры. Наносим праймер. Так, сейчас это праймер и биполярный режим. Да, немножечко на бочок. Так. Геля берем побольше и распределяем его, он прохладный, конечно, немножко, распределяем его по всей рабочей поверхности, а это шея, так как подтяжка у нас начинается с шеи, щечка, лоб, в данном случае я наношу гель везде. Но когда вы переходите на лоб, не забывайте первые несколько проходов сделать, когда у вас манипула, под углом 45 градусов, чтобы клиент был готов к этим ощущениям. Режим биполярный, интенсивность пока что минимальная, начинаем подтяжку. Всего 4 параллельные линии по шее. Высоко движемся, приподнимаем угол нижней челюсти и уходим в 5-ю линию под подбородком. Выходим на подбородок, манипула под углом 45 градусов. Здесь на депрессор ставим всей поверхности и скользим к ушку. Затем спускаемся вниз. Комфортно было? Можно увеличить интенсивность? Да. Добавляем. 2-й раз. 2. 3-я линия с фиксацией в скуловой зоне. Сейчас мы разглаживаем зажимы на шее, снимаем гипертонус передней части шеи, укрепляем овал, поднимаем углы рта и формируем четкие контуры лица, а также укрепляем скуловую зону. Переходим на верхнюю треть. Поднимаем бровь. Здесь можно с носика сделать пару линий. Манипулу я держу под углом 45 градусов. Почему? Мы таким образом уменьшаем площадь рабочую манипулы, и импульс действует мягче. Потому что на овал всегда и на шею хочется добавить больше. Здесь больше подкожно-жировой клетчатки, здесь глубже расположены нервные окончания и мышечное строение другое, и овал всегда хочется всем поддобавить. А так как на лбу близко расположены и нервные окончания, и практически нет подкожно-жировой клетчатки, то ощущения, ну и нервные окончания, как я уже сказала, они очень поверхностно расположены, то ощущения будут чувствоваться в разы сильнее, чтобы просто была комфортная процедура. А ты сразу переходишь, делаешь пару проходов по шее, щеке и на лоб. И на лоб, только манипулу здесь я держу под углом 45 градусов. Ну, либо можно просто снизить, если вы переходите на лоб и суперчувствительный человек у вас на этой процедуре. Можно снизить интенсивность. И еще один проход.
когда мы уже работаем нашей основной манипулой Constant Magnetic на подтяжку в биполярном режиме по праймер гелю, то здесь уже у меня движения вот такие плавные, с легкой точкой фиксации, как обычно. Здесь уже у нас нет этой динамической скорости, которая была, когда мы конкретно работали, ну, пилинг делали, да, с серебряной. Так, немного линейных линий от центра лица. И поднимаем бровь. Почему мы не сделали фотографию Милы до? А я не знаю. У кого это спросить? У себя. Так, сделали. Делаем вторую половинку. Так, сейчас мы здесь поправим немного волосы. Угу. Еще чуть-чуть. Давайте приподнимите голову. Так, вот раз. Опа. Угу. Так, праймер. То есть ты 5 проходов где-то делаешь, да? Да. Я вначале 3 считала, а потом, конечно же, я сбилась. То есть изначально на манипулу мы наносим достаточное количество геля на серединку щечки, а затем уже от серединки мы распределяем на шею, под подбородок, на подбородок, под глаз, как укладываем его равномерно. Притом долго стараемся его не втирать, и этого количества нам достаточно для того, чтобы распределить гель на лоб. Но это конкретно в процедуре серебряный пилинг я так работаю. Потому как здесь у нас такая многоступенчатая программа. И здесь на подтяжку ты работаешь символически, да, в конце. Да? То есть она есть, понятно. Но мы столько ей не уделяем внимания, как в фейслифтинге. Угу. Потому как наша цель это максимально качество кожи, работа с цветом, с текстурой, плотности хочется добавить, лифтинга, поработать с морщинами, цвет лица улучшить. И здесь я подтяжку вообще, когда вот работаю с лбом, ну тот, кто уже работает с Mesoform Pro, я думаю, обратил на это внимание, что я ее начинаю с хвостика бровки и ухожу к центру лба. Потом захватываю нос и спускаюсь плавно вниз. Манипулу держим, когда переходим на лоб под углом 45 градусов. Если клиент говорит, слушайте, классно, можете прикладывать всей поверхностью. Вниз. Ну, либо уменьшать. Да, либо можно снизить интенсивность. То есть серебряный пилинг – это всесезонная процедура, которая повышает защитную функцию кожи и оказывает вообще шикарное воздействие в плане качества кожи. Текстура, рельеф, цвет, плотность. Эффект от одной такой программы мы наблюдаем минимум 7 дней. Притом нет никакого реабилитационного периода, человек не выпадает из жизни, ничего не шелушится, лицо не красное. Даже если чувствительная кожа, данную процедуру можно использовать, потому что это аппаратный серебряный пилинг с Mesoform Pro, и мы очень хорошо укрепляем сосуды. Так, немного еще поднимаем бровь, нос. Ты сосредоточена? Чуть-чуть, я колдую. Так, и еще один завершающий проход. Вот немножко с носогубкой хочется добавить какого-то. У нас у всех есть легкая асимметрия, то здесь можно сделать акцент. Так, есть. Процедура серебряный пилинг закончилась. Имеется в виду с аппаратом
Дальше смываем остатки средств водичкой, распыляем мист и в конце обязательно наносим флюид. Следующим этапом мы распыляем мезомист облаком. Ждем, пока он слегка впитается, и наносим флюид фотопротектор, так как мы делали процедуру серебряный пилинг от Mesoform Pro.